феврале 22 года, пока танки рвались к Киеву, российские спецслужбы активизировали действия на втором фронте против Европы и Соединенных Штатов. К тому моменту гибридная война шла уже не первый год. Россия проводила кибератаки на инфраструктурные объекты, вмешивалась в выборы, устраивала взрывы и даже планировала военный переворот в Черногории. Но все это с переменным результатом. Известно и про громкие успехи, когда военная разведка уничтожала склады с боеприпасами, предназначенными для Украины, и про оглушительные провалы. Российских хакеров ловили в Нидерландах при попытке устроить атаку на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия. Анатолия Чипигу и Александра Мишкина, пытавшихся убить Сергея Скрипаля, теперь знает весь мир. Но за 3 года саботаж вышел на новый уровень. 59 случаев. Столько раз правоохранительные органы Европы только официально обвиняли Москву в диверсиях, шпионаже и покушениях. А сколько еще нераскрытых попыток? Как Россия прошла путь от одиночных взрывов до полномасштабного терроризма? Откуда взялись десятки новых агентов, если Европа только выслала сотни кадровых шпионов? Центр досье рассказывает, как изменилась тактика ГРУ, главной ударной силы России в войне с западными странами. С началом вторжения работа разведчиков заметно осложнилась. Многих раскрыли и отправили из Европы обратно в Россию. Западные спецслужбы начали активнее следить за своими московскими коллегами, да и список задач расширился. Теперь офицеры ГРУ должны были и саботировать поставки вооружения в Украину, и подрывать обороноспособность Европы, и вносить раздор между странами НАТО, и искать способы обхода санкций, чтобы в страну можно было ввести военную продукцию. Но все же саботаж – особое направление. Его доверили, возможно, наиболее опытному из генералов ГРУ – Андрею Аверьянову. Общий вектор работы задают Владимир Путин и Совет Безопасности, не вдаваясь в детали, а Аверьянов объясняет задачи подчиненным. Сам он долгие годы руководил войсковой частью номер 29155. За казенным названием скрывалось самое известное в мире диверсионное подразделение. Именно подчиненные Аверьянова пытались отравить новичком перебежчика из ГРУ Сергея Скрипаля. Именно они взрывали склады с вооружением по всей Европе. Но для вновь открывшегося фронта работ этого оказалось недостаточно. И под руководством Аверьянова был создан Департамент специальных задач. Он базируется в штаб-квартире ГРУ на Хорошевском шоссе, получил часть полномочий ФСБ, а под управлением департамента элитный центр специальных операций ГРУ, известный как Синеж. В эту же структуру влились и другие команды, до этого работавшие на военно-политическом направлении. Один из отделов возглавил старый знакомый Центра досье, полковник Денис Смольянинов. Он координировал наемников на Донбассе и вербовал агентов в Украине. Именно Смольянинов в 2023 году организовал несколько акций в Европе против расширения НАТО и поддержки Украины. И сам Смольянинов, и его подчиненный Владимир Липченко занимаются и более опасными операциями. Последний, например, курировал поджог музея советской оккупации в Риге в 2024 году. 2 мужчин тогда бросили в музей коктейль Молотова. Инструкции они получали через Telegram от человека в заключении. Между офицером департамента и исполнителем до 7 промежуточных звеньев. У каждого разведчика несколько ключевых агентов, зачастую выходцев из армии или силовых структур. У них, в свою очередь, сеть контактов, в том числе из криминального мира. У таких преступников обычно есть подходящий опыт, но при этом они не понимают, что им платят не за бытовой вандализм, а за работу на российскую разведку. Исполнители ищут и среди спортивных фанатов и сторонников ультраправых взглядов. Но главное – просто среди людей, желающих заработать. И таких, очевидно, большинство. Важную роль в вербовке играет Telegram. Сотрудники ГРУ мониторят чаты, в которых можно найти тех, кто недоволен украинскими или европейскими властями. А в некоторых случаях российские разведчики вообще выдают себя за своих украинских коллег, и завербованный думает, что действует во благо Украины. Еще один инструмент – Telegram-бот, который продвигали в пророссийских телеграм-каналах, в том числе связанных с группой Вагнера. Новых пользователей сначала проверяют, просят прислать фото и паспортные данные, затем выдают первое задание. Что-то простое, например, сфотографировать здание, но сделать это нужно очень быстро, иначе вознаграждения не будет. Затем задачи все усложняются, доходят до указаний сжечь здание, устроить саботаж на стратегических объектах или даже устранить конкретных людей. Бот присылает подробное описание. Как сделать коктейль Молотова, где заложить взрывчатку, куда подбросить доказательства, чтобы запутать следствие. Все это за щедрое вознаграждение в криптовалюте до $10 000. Это, впрочем, не означает, что деньги действительно переведут. По данным досье, на такие операции выделяют до 20 000 евро, но каждый посредник получает свою долю.
поэтому до исполнителей деньги доходят нечасто. В работе ГРУ много хаоса. Агенты могут сами предлагать офицерам идеи, а могут и вовсе действовать на опережение, и потом добиваться оплаты за уже состоявшиеся операции, которые при этом никто не согласовал. А один и тот же агент может быть завербован несколькими спецслужбами. При этом результаты ужасающие. В Латвии исполнители сфотографировали базу НАТО и планировали поджог. В Польше несколько человек пытались вывести из строя поезда с военной помощью Украине. В Германии арестовали 2 подозреваемых с двойным гражданством, которых готовили к атаке на американские объекты. Всего в 2024 году в Европе задержали более 50 человек, связанных с российскими спецслужбами. У них находили криптовалюту, описание диверсий, отчеты о заданиях. Тактика вербовки крайне успешна. Опытных диверсантов мало, готовить их дорого и сложно. Про многих из них знают западные разведки. Им надо разрабатывать прикрытие и придумывать пути отступления. А человек, завербованный через бот, расходный материал, который, к тому же, ничего не знает ни про организаторов, офицеров ГРУ, и про координаторов, мелких преступников. На самом деле это даже диверсиями назвать сложно, ведь цели не только военные объекты, но и гражданские. Это полноценный терроризм. Например, в Литве в марте 2024 года подросток поджег Икею в Вильнюсе. К военной инфраструктуре здание никакого отношения не имеет. Исполнителю обещали 10 тысяч евро и автомобиль BMW. Правда, дали в итоге старый, а денег он вообще не увидел. В апреле в Варшаве был подожжен торговый центр. Польское следствие арестовало гражданина Беларуси, который действовал по приказу из России. Как именно работает такой государственный терроризм, мы знаем на примере пожаров, которые произошли в июле того же года на складах DHL. Тогда в британском Бирмингеме, немецком Лейпциге и в предместье Варшавы горели посылки. Внутри были устройства, замаскированные под массажеры и вибраторы, но с наполнителем из легко воспламеняющегося вещества на основе магния. Как установило следствие, посылки проделали длинный путь. Сначала их получил 26-летний Владислав Дерковец, получил новые инструкции и отправился в Вильнюс. В столице Литвы ему прислали очередное сообщение. Теперь нужно было взять из багажника 4 пакета, распаковать их в гостиничном номере и активировать спрятанные внутри устройства замедленного действия. Последний шаг – передать пакеты другому человеку, гражданину Литвы российского происхождения с псевдонимом Игорь Прудников. 19 июля 2024 года он отправил посылки из Вильнюса, 2 в Великобританию, еще 1 в Польшу. В качестве адреса назначения британских грузов были указаны несуществующие получатели в Лондоне и в Бирмингеме. Такие грузы доставляют самолетами, поэтому если бы устройства загорелись в воздухе, это могло бы привести к авиакатастрофе. Спецслужбы считают, что отправка посылок была частью более масштабной операции. Так Россия тестировала маршруты, чтобы впоследствии взрывные устройства оказались не в Европе, а в США. По этой причине Белый дом напрямую обратился к кремлевским чиновникам и попросил прекратить диверсии, но в Москве не прислушались и продолжили проверять меры безопасности. 1 августа, в день обмена российских шпионов на политзаключенных, агенты ГРУ приступили к новой операции. На этот раз посылки были без взрывчатки, но все равно привлекли внимание правоохранительных органов. Получатели, сотрудники фондов в США и Канаде, были не настоящими. Подлинным было только имя отправителя, потому что он показал паспорт при отправке груза. Им оказался гражданин Украины Вячеслав Чебаненко. После операции Чебаненко поручили замести следы. Он должен был передать 2 другим украинцам машину, на которой перевозились посылки, а те планировали спрятать ее в литовском Каунасе. Польским правоохранительным органам удалось установить российского куратора Чебаненко. Им оказался 43-летний уроженец Ростова-на-Дону Александр Безрукавый. Он, вероятно, напрямую контактировал с военной разведкой. По данным газеты «Выборча», в феврале 2024 года он въехал из Стамбула в Боснию и Герцеговину. Несколько месяцев находился в Испании, потом отправился в Польшу, где и занялся посылками. Затем он вновь вернулся в Боснию, уже для другой задачи. Там, по словам местных властей, он был инструктором в лагере и тренировал провокаторов для отправки в Молдову. Боснийские правоохранительные органы задержали Безрукавого и начали процесс его депортации. За ростовчанина развернулась настоящая борьба. Польша просила выдать его по обвинению в причастности к взрывам, а Россия – из-за уголовных дел о кражах и наркотиках. Как установил Центр досье, против Безрукавого в России в разное время действительно было открыто несколько уголовных дел. Он был осужден за хранение оружия в 2002 году, привлекался к ответственности за квартирную кражу в 2011, но дело было прекращено по примирению сторон. В 2021 году Безрукавого объявили в федеральный розыск,
Затем его прекратили и, видимо, переобъявили после ареста в Боснии. Но все это не означает, что на службе у ГРУ только пользователи ботов в Телеграме и преступники. Для самых важных заданий, вроде поджогов военных концернов и убийств, подчиненные генерала Аверьянова ищут людей с военным опытом. Вербуют мужчин, прошедших еще советскую армейскую школу, давно уехавших за границу или родившихся за рубежом. И такими людьми не разбрасываются на мелкие провокации. Их используют для крупных операций, вроде покушений на глав военных концернов. Так, военная разведка планировала убить главу Рейнметалл Армина Папергера, но эту операцию западным спецслужбам удалось предотвратить. Вот только это убийство должно было стать лишь одним в целой серии покушений. И среди целей, как стало известно досье, есть и журналисты. ГРУ активно собирает сведения об эмигрировавших сотрудниках СМИ. Диверсии и саботаж не только решают конкретные задачи, вызывают панику в обществе, срывают поставки вооружения или устраняют конкретных людей. Они еще и тестируют европейскую систему безопасности. Но главное, все это создает накопительный эффект, нужный Кремлю. Европейцы устают от чувства постоянной опасности, перестают доверять правительствам и начинают поддерживать популистов, которые зачастую настроены более пророссийски. ГРУ, полагаясь на соцсети и мессенджеры, вынуждает европейских чиновников больше внимания уделять этим способам связи, что лишь усиливает цензуру. А использование в качестве исполнителей уроженцев стран бывшего Советского Союза приводит к тому, что в каждом выходце с постсоветского пространства начинают видеть угрозу безопасности. Это беспроигрышная игра, любой исход которой на руку Кремлю.